Приветствую вас на канале Александра Кук. Сегодня я готовлю пельмени. Способов приготовления этого блюда существует очень много. И что самое интересное, начинка практически у всех одинаковая, а вот тесто разное. Поэтому сегодня готовлю сразу 5 рецептов теста. Все из одной муки. Буду замешивать тесто, лепить пельмени, варить и проверять замороженные пельмени. Приступим. Первое у меня тесто на кефире. Беру 250 мл кефира, смешиваю с пол чайной ложки соли и хорошенько перемешиваю венчиком. Добавляю 1/3 просеянной муки и перемешиваю. Далее постепенно добавляя всю муку, замешиваю густое тесто. Сначала в миске, потом перелаживаю на стол. Всего я использовала 2 стакана муки. По консистенции тесто должно быть мягкое и немного рыхлое и почти не липнуть к рукам. Накрываем полотенцем и даем отдохнуть 30-40 минут. Второе готовлю тесто на молоке. Беру 2,5 стакана просеянной муки. Добавляю 130 мл теплого молока и 70 мл теплой воды. Пол чайной ложки соли и вбиваю 1 яйцо, разболтанное вилкой. Перемешиваю. Как только тесто можно будет собрать в ком, выкладываю его на стол, присыпанный мукой, и продолжаю замес, понемногу добавляя муку. Так как влажность и качество муки разное, то и количество муки может измениться в меньшую или большую сторону. В завершении замеса в тесте делаю углубление. Вливаю 1 столовую ложку растительного масла и хорошо вымешиваю тесто. В итоге тесто получается мягким и не липким. Тесто накрываем полотенцем и оставляем на столе отдохнуть минут 30-40. Третье тесто на минералке. В глубокую миску высыпаю 2,5 стакана просеянной муки. Делаю углубление. Добавляю 1 яйцо, предварительно взбив его вилкой, пол чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла и 1 стакан минеральной воды. Все хорошенько перемешиваю. Сначала я массу развожу обычной ложкой, а потом мешу тесто руками. Перелаживаю тесто на присыпанный мукой стол и вымешиваю около 5 минут. Когда тесто станет упругим и эластичным, необходимо дать ему время на расстойку, обвернуть пищевой пленкой или накрыть полотенцем и убрать в сторонку на 20 минут. Четвертое. Готовлю тесто на воде. В глубокой миске соединяю 1 яйцо, 1 чайную ложку соли и 1 стакан теплой воды. Взбиваю все немного вилкой до однородности. Частями ввожу 3 стакана муки. Сначала вымешиваю тесто вилкой, затем, как трудно станет мешать, перелаживаю тесто на стол и продолжаю уже вымешивать руками. Готовое тесто должно быть достаточно упругим, но эластичным. Собираю его в шар, накрываю полотенцем и даю полежать 20 минут. Пятое. Готовлю заварное тесто. Беру одно яйцо,
пол чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла. Хорошо взбиваю венчиком. В глубокую миску высыпаю 3 стакана просеянной муки. Делаю углубление и добавляю яичную смесь. Все хорошо перемешиваю лопаткой. Теперь добавляю кипяток, 1 неполный стакан, примерно 230 мл. И начинаю вымешивать тесто. Сначала мешаю лопаткой, чтобы не обжечься. Как только руки уже будут терпеть температуру, вымешиваю руками. Тесто перелаживаю на стол без муки и вымешиваю примерно 2 минуты. Далее пельменное тесто накрываю полотенцем или пищевой пленкой и даю отдохнуть 10-15 минут. Вот все наше тесто. 5 видов: на молоке, на кефире, на минералке, на воде и заварное на кипятке. Приступаю к формированию пельменей. Первое у меня тесто на кефире. Беру отдохнувшее тесто, оно стало намного мягче и эластичней. Отделяю кусочек и катаю из него колбаску. Затем нарезаю небольшими подушечками, обваливаю их в муке и раскатываю в тонкие лепешечки. Кладу на лепешки фарш и леплю пельмени. Несколько штук выкладываю на тарелку номер 1, присыпанной мукой, и ставлю в морозилку. Остальные отварю, но сначала слеплю остальные. Второе тесто у меня на молоке. Присыпаю стол мукой, отрезаю кусочек теста, формирую из него тонкую колбаску, нарезаю на одинаковые кусочки, обваливаю их в муке и раскатываю. Леплю пельмешки. Тесто получилось очень податливое и мягкое. С ним легко работать, и пельмешки выходят красивые и аккуратные. Несколько штук выкладываю на тарелку номер 2 и ставлю в морозилку. Остальные буду варить. Третье тесто на минералке. Припыляю стол мукой, а дальше все точно так же. Формирую колбаску, нарезаю, обваливаю в муке, придавливаю и раскатываю. Выкладываю начинку и леплю точно так же. Тесто пластичное, отлично лепится, единственное, сильно тонко не получается раскатать. Тоже часть замораживаю, а остальные сразу сварю. Следующее у меня тесто на воде. Припыляю стол мукой и делаю все точно так же. Тесто получилось эластичным, работать с ним легко, проблем никаких не вижу. Также часть замораживаю на тарелке номер 4 и часть буду варить. И последнее у меня заварное тесто на кипятке. В это тесто муку я не подсыпаю. Ничего не прилипнет ни к рукам, ни к доске, ни к скалке. Тесто очень приятное, его можно тонко раскатать. Идеально для любителей миниатюрных пельменей. Несколько штук выкладываю на тарелку номер 5 и ставлю в морозилку. И часть оставляю, чтобы сварить. Приступаю к варке. В кипящую подсоленную воду кладу пельмени. Первый у нас на кефире. Перемешиваю и после закипания варю 5 минут. В тарелочку немного сливочного масла и выкладываю пельмени. Такие пельмени очень мягкие и нежные, но в то же время хорошо держат форму и не развариваются.
Разрезаем. Сок внутри есть. Отлично. Вторые варю на молоке. Забрасываю и после закипания варю 5 минут. Все отлично. Целенькие, красивые и ароматные. Сейчас разрежу. Мягенькие. И сок на месте. Третьими варю пельмени на минералке. Точно так же в подсоленной воде варю 5 минут. Достаю. Ой-ой, не выдержал один пельмешек. Дырочка. Разрезаю. Сока нет в них. Тесто вкусное, но не сочное вышло. Далее варю пельмени на воде. Закидываю, довожу до кипения и варю 5 минут. Достаю. Эти тоже хороши, все целенькие и ароматные, и с соком в середине. И последние у меня пельмени на заварном тесте. Когда всплывут, отсчитываю 5 минут и готово. Выкладываю в тарелку. Тесто очень мягкое и тоненькое. Разрезаем. Сок внутри есть. Все пельмени внешне мало отличаются. Все 5 рецептов мне нравятся. Единственное, тесто на минералке получилось непрочное. Когда они по отдельности, по вкусу не определить, какие вкуснее. Но если пробовать по очереди, то самые вкусные пельмени пятые, на заварном тесте на кипятке. И с таким тестом приятнее работать. В общем, одни плюсы. Сейчас проверим, не развариваются ли пельмени после заморозки. Пролежали в морозилке они 3 суток. Сейчас сварю их по очереди. На тарелке с номер 1 у нас пельмени на кефире. Бросаю их в кипящую подсоленную воду, жду пока всплывут, и с этого момента варю их 5 минут. Вот что получается. Все отлично, как будто только приготовленные. На тарелке с номером 2 у нас были пельмени на молоке. Точно так же жду пока всплывут и варю 5 минут. Тоже красавчики, ничего не разварилось. На тарелке с номером 3 у меня с тестом на минералке. Опускаю в кастрюлю и также варю 5 минут. И опять у нас неудача. Пельмешки с мелкими дырочками. Весь сок в воде. Такие пельмени лучше не замораживать. Под номером 4 у нас тесто на воде. Также закидываем, ждем пока всплывут и варим 5 минут. Все отлично. Получились сочные и не разварились. Спокойно можно замораживать. И последнее у нас тесто на кипятке. С цифрой 5 на тарелке. Варим точно так же 5 минуток. Все отлично, как будто только приготовленные. Сочные и вкусные. В общем, смотрите и пробуйте. И как по мне, идеальное тесто для пельменей – это заварное тесто на кипятке. А какое ваше идеальное тесто, делитесь в комментариях.